Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Voxel. Очень много в последнее время я про него снимаю, но по другим телеграм-ботам у нас нет никаких новостей, все грустно, все печально. И этот бот мне нравится тем, что здесь очень хорошо экономическая система построена. Мне здесь интересно, как это все работает. Мне интересно здесь торговать этими NFT-шечками, ну не NFT-шечками, модельками. И, по крайней мере, пока я здесь принимаю активное участие и тем самым снимаю для вас видео, показываю, что я делаю. Но вам крайне не советую заходить в подобные проекты. Крайне не советую вносить сюда донаты, потому что здесь может все это вот так вот в один прекрасный момент схлопнуться, вы потеряете свои деньги, вы потеряете время свое драгоценное, которое, точнее, даже бесценно ваше время, потому что ваша жизнь, она всего одна и она очень короткая. Не тратьте на ерунду вот эту свою жизнь. Для тех, кто меня смотрит не потому, что принимает участие в подобных проектах, а просто ради развлечения, сегодня расскажу, как я здесь заработал все-таки модельку, как я ее продал, попробуем сегодня вывести. Но если сегодня не получится, не сразу получу я эту транзакцию себе на кошелек, да, то досниму потом, когда получу, ну и сделаю это общее видео, получается. Не факт, что сегодня это все произойдет, но сегодня это сделать попробуем, потому что меня уже просили. Говорили, что вывод не работает там и тому подобное. Сегодня проверим, работает ли вывод, приходят ли деньги. Точнее, на кошелек именно не внутри Telegram-бота, а на кошелек, который мы привязываем. Расскажу примерно тактику, как здесь можно что сделать, потому что чем дольше я играю, тем больше я понимаю, как здесь все это правильно работает. И для тех, кто все-таки переходил по моей реферальной ссылке, играет здесь, то просьба опять та же самая остается. Там, добейте 10 моделечек, пожалуйста, чтобы у меня увеличился процент вывода, потом конвертации токенов Voxel в тон, чтобы я мог конвертировать их побольше, потому что 20 апреля обещали конвертацию провести. Итак, у нас вышли новые коллекции, получается, было новое обновление, поменяли немножко правила, и сегодня мы здесь все это обсудим. И давайте перейду, получается, в сам канал, ну, точнее бота в написании. И вот это вот транзакция, смотрите, вот, ну, я в каждых роликах говорю, не заходите в бота, ну, вот смотрите, новый реферал, то есть присоединяются люди, присоединяются. Я вам это крайне не советую делать. Смотрите, вот пришло мне оповещение, выставлял я на рынок за 8 тонн модельку из новой коллекции, точнее даже с нового обновления, с новой редкостью. И вот товар продан на маркетплейсе, получается, ну, на местном, на маркете. И ваш товар был продан на маркетплейсе, хэш товара вот, и доход 6,864 тонна. Цена стояла в 8 тонн, то есть 20% они свою комиссию взяли, а остальные средства скоро будут зачислены на мой счет. Ну, скорее всего, они уже зачислены. Итак, что нового у нас появилось? Ну, или давайте, может быть, в новостной канал перейдем, и там будет более понятней, что у нас нового появилось. И вот в их новостном канале, ну, чате, точнее, новостном, здесь вышло вот это новое обновление, в котором они нам рассказали, что вообще нового ввели. Итак, вот, известна дата следующего обмена Voxel на тон. Это будет 20 апреля 2025 года. То есть, ну, вот уже скоро-скоро. Итак, появилась новая редкость. Это Extreme. Эти модельки моментальный фарм без интервалов. Вам не нужно ждать час, два или даже 4. На Extreme модель будет собирать доход каждую секунду, даже если вы не находитесь в игре. Целые 24 часа. Экстремальная ну, вот эта редкость, да, вознаградит вас, выплатив весь накопленный доход за это время сразу. Ну, то есть теперь нам не нужно каждый час заходить там или каждые 2 или 3 часа, чтобы собирать прибыль. Теперь мы можем в любое время зайти, собрать прибыль и уйти. То есть она у нас будет собираться. Это у нас дает именно Extreme редкость моделек, вот такую функцию дополнительную. Теперь скорректирована система рандома, ну так как добавили новый Extreme и скорректировали, следовательно, рандомную систему в бесплатных модельках, получается, у нас. Новая валюта появилась, V-Star, это альтернатива у нас звездам телеграммовским, и у них конвертация 1 к 10, то есть 10 V-Star'ов равно одной звезде телеграммовской. И нам конвертировали внутри телеграм-бота, получается, наши звезды в эти V-Star'ы, и теперь мы тоже, когда зарабатываем там звезды, можем их конвертировать в V-Star. И наоборот, V-Star можем конвертировать в обычные звезды.
И теперь у нас вместо 5 звезд мы получаем 20 звезд за комбо. И у нас теперь появилось, раньше комбо было без ограничений, теперь появилось максимум 5000 звезд, V-старов, точнее не звезд, а V-звезд. Мы можем получить с комбо. И последняя комбо у нас висит уже почти неделечку. И появилась у нас новая коллекция, это румы, которую мы сейчас тоже с вами посмотрим. И здесь вот они также описывают, что вы пробовали новый наше приложение Warpix. Закреплю здесь ролик, снимал его. Там скоро будет тоже розыгрыш 1000 тонн, но достичь этого, мне кажется, нереально. Так что тоже не советую туда заходить. Итак, на балансе сейчас у меня 2 355 000 вокселей. По сумке у меня сильно ничего не изменилось. Комбо я собирал. Вот у меня лимит этот 5000 V-Star звезд. Я их конвертировал в 500 телеграммовских звезд. Я их собрал и комбо продал. Все, то есть у меня вот максималка достигнута. Эти моделечки у меня просто они редкие, да, рарки получается. Или даже эпические вот эти модельки, они приносят достаточно много. Они у меня пока стоят, слоты занимают, но пока я не собрал коллекции. Коллекция эта у меня была вот куплена за тон, она у меня и фармится, это тоже за тон. И я начал потихонечку собирать дополнительные коллекции. Коллекцию Military собираю, коллекцию Зу собираю, так как Зу у нас приносят звезды, получается. И буду собирать еще коллекцию Рум. И мне вот это вот... То, что я продал за 8 тонн, это была моделька Ferrari Extreme. То есть я выбил вот здесь в рандоме Ferrari Extreme. И выставил ее по номиналу, сколько по рынку она минимально стоит. 8 тонн я за такое выставил, и буквально за 2 часа ее забрали. По маркету здесь также все это продается. Ну, позже расскажу примерно, как я вот догадываюсь, как это все у нас работает здесь. Как это проще всего сделать. Мои лоты. Сейчас у меня здесь ничего нету. Тоже попозже расскажу, что я решил продавать, что не продавать. Мои доходы, ну, это здесь все это рекламочка. Вот здесь появлялась, вот она у нас присоединиться к Дискорду, и его где-то здесь было к Warpix, их, получается, телеграм-боту новому. И вот реферальная система, сколько бы я ни говорил, не заходить. 118 чек и уже 6 активных. Спасибо большое, кто добивает до 10 хотя бы, чтобы у меня открылось побольше получается процент конвертации. И вот смотрите на данный момент. На баланс мне вот поступило внутри Telegram-бота эти 6,8 тонн. Сейчас вот на балансе получается 7,4 тонны. V-старов 400 тут и звезд 67, потому что я покупал слот и ставил, получается, Panzer из золотой коллекции Military. Ставил тоже на фарм его. Ну и давайте попробуем, совершим вывод. Ну и все, адрес мы, получается, вставили телеграммовского кошелька. И давайте смотрите, что здесь сразу нам пишут. Минимальный вывод это 0.1 тонна. Комиссия составляет 0.05 тонна. Давайте введем сумму 7, допустим, тонн. Нет, 7 давайте много, давайте 5. Хочу оставить, не потому что все равно там получается на фарм ставить модельки. Вот, нажимаем 5 тонн, нажимаем вывод. И все, успешно вывод поставлен в обработку, ожидайте вашей транзакции. Мне пришло, получается, внутри Telegram-бота тоже оповещение о том, что я вывожу средства свои. И мне пишут, ваш вывод средств завершен, сумма 5 тонн. Давайте посмотрю. Ну и придется, наверное, светить все-таки вам так вот. То есть вот, смотрите. Получается, транзакция совершена, вот я получил 4,95. 0.05 тонна они комиссию свою взяли. Вот он, 1 апреля 17,50. Все, мне действительно пришло 4,95 тонна. 0,5 тонна они забрали комиссию, как здесь и описывали. И все, у меня получается вот на балансе осталось 2,4 тонна. Вывод работает, вывод прошел моментально. И давайте мы перейдем, допустим, сейчас в их чат, да, и здесь они выставляют транзакции. Вот она моя транзакция получается. Вот видите, Эдигер, то есть мой никнейм, вот он я, 28 дней в игре, а собрано мной моделек 306. И вот она на 4.95, действительно все мне пришло.
На телефон поступило, так что те, кто писали, что вывод не работает, они выставляли у себя в Telegram, в чатах информацию о том, что они починили эту функцию, потому что она у них слетала. И сейчас вот буквально транзакция тона в несколько секунд, она прошла. Не ждал я там сутки, не ждал двое, не ждал трое. Так что ролик не придется мне растягивать на двое-трое суток. Все, смотрите, в чем фишка. Не смотрите вы на меня. Я сюда занес гораздо больше тона, потому у меня такой гигантский баланс вокселей. Я здесь могу сидеть и хоть до бесконечности, ну не до бесконечности, хоть круглыми сутками собирать здесь эти модельки, выбивать из коллекционной, продавать их за тон. И давайте вам расскажу, как это приблизительно все происходит. Рассказываю, как я это делаю. Приблизительно можете для себя рассчитать, я знаю, как это правильно делается. Но для себя можете приблизительно рассчитать, собрать пару моделек, посчитать. 100% это у вас то количество, грубо говоря, вокселей, сколько моделька. Вот вы хотите собрать Panzer. Вы видите, что у Panzer 2919 получается вокселей, стоит его собрать. И если вы перейдете сюда в сбор, то 100% это будет 2919. То есть, соответственно, если у вас здесь будет 0.001%, то это 10 тысяч вокселей. То есть 0,2% это 5000 вокселей. То есть приблизительно Panzer будет где-то, ну, теоретически 0,4. То есть 0.04%. Таким способом вы можете приблизительно понимать, какие модельки собираете. Есть, конечно, другие способы это все вычислять. Раньше, когда показывало количество вокселей, было легче. Сейчас с процентами гораздо сложнее. То есть и таким способом вы собираете модельки. Очень часто вам будет попадаться Basic. Там, не знаю, редкие, да, там, может быть, даже Unreal. Но смысл в чем? Я сейчас на данный момент собираю только нужные мне модели. Какие модели мне нужны? Это коллекции. Во-первых, коллекция Room. Сейчас она новая вышла. Она дает фарм тона. Люди ее покупают за тон. Дальше. Military. Все вот эти вот модельки тоже приносят тон. Люди их покупают на маркете за тон. И коллекция Gamer. Тоже приносит тон, люди покупают ее за тон. Но коллекцию геймер сейчас неохотно берут. И коллекция ЗУ, она дает звезды. Звезды нужны, чтобы открывать здесь хотя бы слоты новые, да, и ставить на фарм модельки. Дальше коллекции, ну, они уже приносят только воксель. Их уже почти не продать за тон, тяжело. За воксель еще может быть и то по дешевке. И вот, смотрите, что у нас с маркетом. Вот эти вот бесконечные модельки, видите, с лайками, они будут здесь стоять вечность. Никому они за 2700 не нужен этот фонарь, который приносит 5 вокселей в час. Все, что здесь продается, это вот эти вот голдовые, золотые коллекции. Они продаются хорошо за воксели, но сумма вокселей должна быть довольно-таки мощной, чтобы вы заработали на этом. И они за тон продаются хорошо за тон. В чем смысл? Смотрите, привожу вам простейший пример. Как поставить за тон? Если вы поставите 15-20 тонн за модельку, она у вас будет стоять вечность. Вот привожу вам обычный пример. Каждая, вот вы когда собираете коллекцию, допустим, вот Military из 4 моделек, каждая из них вам будет в час приносить 0,02 тонна. Соответственно, 4 модельки в совокупности в общей коллекции будет приносить вам 0,08 тонна в час. И если мы возьмем калькулятор и прибегнем к обычной математике, то 0.008 в час умножаем на 24 часа, это прибыль приблизительно 0,2 тонна в сутки. То есть столько будет зарабатывать ваша коллекция. Если вы умножите ее на 30 дней, то это будет приблизительно там, да, 6 тонн за месяц. То есть вот так приблизительно 6 тонн за месяц разделите на 4 предмета по 1,5 тонны за каждый, заберут у вас как горячий пирожок. Прям как горячий пирожок. Потому что это прайсовая цена, за прайсовую цену ее заберут. В принципе, теоретически там плюс-минус там, x2 вот прайсовой цены еще тоже могут забрать. Вот у меня Panzer висел за 2,5 тонны очень долго, в итоге я его себе поставил в коллекцию. Вот он стоит. Так что здесь, в принципе, теоретически за тон можно продавать. И я поставил вот эту экстрим модельку, поставил ее по рыночной цене, сколько рекомендуют ставить. И у меня сразу за 2 часа забрали. Так что голдовые коллекции. Экстрим вот эти вот модельки, потому что они приносят бешеное количество вокселей за час. А Ferrari приносила 2500 вокселей в час. То есть это почти там больше 100 тысяч вокселей в сутки. Это довольно большая прибыль с учетом цены вокселя, ну, образно там, да. Так что вот эти
предметы нужно здесь в сборках собирать, пробовать собирать. Они будут выпадать там раз в 2 дня, может быть. Ну, это при удаче каждый день вам будет хотя бы одна моделька выпадать. И можно ее продавать за тон. И, соответственно, вот как так вот зарабатывать тон и выводить. Сейчас вот я буду себе тычковать, сколько я сюда внес, сколько успею до конвертации еще вывести в тоне. 5 тонн вот уже вывел, это теоретически сейчас по нынешнему курсу тона где-то около $20. То есть $20 вот уже вывел из того, что вложил, вот примерно так. Так что вот такие вот дела, вот такие вот новости. Вот примерно вам показал, что действительно вывод работает, все выводится. Если за тон продаете, тон выводится нормально. Так что пока, в принципе, это все безопасно. Но не советую вам его много там держать. Заработали, вывели, заработали, вывели, заработали, вывели. Гоблин нам тоже давал выводить, но в один прекрасный момент все сдулось. Так что крайне не советую принимать участие в подобных проектах. Если все-таки хотите принять участие, вы меня не слушаете, у меня там уже 100 с чем-то этих рефералов пришло в Voxel, так что ссылочки будут в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.